у вас не усваивается железо, оно куда-то улетучивается, вытекает, испаряется, и вы не понимаете, что с вами происходит, у вас есть железодефицитная анемия, тогда добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Виктория Андерсон, и я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». На моем канале мы с вами говорим о том, как улучшить состояние своего здоровья с помощью натуральных продуктов, без каких-либо химических добавок. Дорогие мои друзья, первый вопрос, который вы должны себе задать с железодефицитной анемией, не те препараты, которые вы должны принимать на сегодняшний день, и чтобы изменить, а вы должны выяснить причину. И сейчас мы с вами поговорим и разберемся, какие симптомы, какие причины железодефицитной анемии, что нужно кушать, какой рацион и как его составить, сколько кушать. Все это впереди моего видео, так что оставайтесь со мной. Итак, какие у нас симптомы при недостатке или дефиците железа в нашем организме? Ну, это, конечно же, первое – это головокружение, слабость, вялость, ломкость ногтей, волос, резкое, например, повышение вашего веса. Вы поправились, вы не понимаете, из-за чего это все происходит. У вас могут возникнуть язвочки в уголках рта, так называемые заеды. Также это может быть какое-то жжение в полости рта. Но самый главный симптом, я считаю, это следующие два, которые я сейчас перечислю. Это проблемы с вашим желудочно-кишечным трактом. Это что у нас? Прежде всего боли в желудке, какие-то отрыжки, дискомфорт, стул у вас может быть жидким или плохо сформированным, или же наоборот, у вас могут быть запоры, вы не каждый день ходите в туалет и вам больно это делать. Это очень и очень один из самых важных симптомов, на которые вы должны обратить внимание и обратиться к врачу срочно. И еще второй симптом, как я считаю, самый-самый важный, это у нас изменение вкуса и обоняния. К примеру, вдруг ни с того ни с сего вам очень нравится запах бензина, к примеру, или вам очень нравится запах выхлопных газов, да? Это очень странно кажется. Еще может быть изменение вкуса. Вас вдруг потянуло на такие странные продукты, как мел, да, и глина, например. Вот это самая такая непонятная тяга к каким-то странным продуктам на латинском языке называется пика-хлоротика, что означает в переводе белая сорока. То есть как сороку вас тянет на какие-то продукты питания, которые вообще не принадлежат к той группе продуктов питания, которые мы каждый день употребляем. На это очень и очень важно обратить ваше внимание. Значит, у вас 100% нехватка в организме железа. Такие состояния могут возникать при беременности. Но заметьте, у беременных женщин 60% из них имеется нехватка в железе. Так что это очень таких два самых красных ярких показателя: желудочно-кишечный тракт и изменение ваших вкусовых пристрастий и обоняния. Обратите на это внимание. Теперь перейдем к причинам. Какие могут причины быть при недостатке железа? Ну, конечно же, это кровопотеря. И, как правило, зачастую кровопотерю имеют женщины, у которых, естественно, каждый месяц есть менструальный цикл. И вот при менструации, если, мои дорогие женщины, девочки, девушки, у вас более чем 9-10 прокладок, которые вы меняете, и они такие тяжеленькие, обильные, бегите к вашему врачу и сдавайте тест на железодефицитность, потому как это первый признак того, что вы теряете огромный объем крови и, естественно, железа. У мужчин при кровопотере что мы можем наблюдать? Это, конечно же, проблемы с геморроем, когда кровоточение идет, также кровоточащая язва желудка.
или же какие-либо опухоли. Сразу тоже идите к врачу. Не усвоение вашим организмом белка. То есть нашему организму минимальная доза потребления белка должна быть 1 грамм белка на 1 килограмм вашего веса. Это очень легко вычислить и так далее. Но вы должны проследить, если у вас недостаточное потребление белка в вашем рационе, то, соответственно, железо будет плохо усваиваться, потому как наш дорогой белок, он и помогает усвоению этого самого железа, о котором мы сейчас с вами и говорим. Нехватка ферментов препятствует усвоению железа. Дефициты ферментов, которые препятствуют усвоению нашего белка. То есть вы, например, едите достаточно мяса, рыбы, потребляете достаточное количество белка в вашем рационе, а все равно железо не усваивается. То есть в вашем организме не хватает ферментов для того, чтобы белок усваивался и, соответственно, потом усваивалось наше же железо. Все в нашем организме, смотрите, как взаимодействует и все как связано. Нехватка витамина В. Смотрите все мои видео о витамине В. Это очень-очень важные видео. И витамина С. Воспалительные процессы нашего организма. Если у вас имеются какие-то хронические заболевания и воспалительные процессы в вашем организме идут, они пожирают наш белок, и все у нас идет не так, как нужно нашему организму. Если вы заболели каким-то остро-респираторным вирусным заболеванием, вы полечились, все это прошло, и слава богу, жизнь продолжается. А если у вас есть какие-то хронические воспалительные заболевания, такие как артриты, такие как, например, герпес, который живет у вас в организме, или же аутоиммунные заболевания, что вам непременно нужно сдать все анализы, провериться и устранить причину в кратчайшие сроки этих заболеваний. При аутоиммунных заболеваниях вам необходимо обязательно проверить вашу щитовидную железу. Это крайне необходимо для усвоения железа. А теперь самое главное – аллергия. Вы сейчас все очень удивитесь, скажете: ой, аллергия, при чем тут аллергия, если я чихаю на березу, почему тут мое железо, да? Но, дорогие мои, да, я с вами согласна, аллергия как у нас проявляется? Каким-то чиханием, слезоотделением, или мы начинаем там сморкаться очень часто, да? Все это понятно, но аллергия также возникает в нашем кишечнике. И если у вас есть аллергия, то у вас, соответственно, есть и проблемы с воспалением в вашем желудочно-кишечном тракте. Поэтому очень и очень важно выяснить причину, на какой именно продукт у вас аллергия, и срочно избавиться от этой проблемы. И дальше мы переходим с вами к тому, как нам есть, что нам есть, сколько и чего нам есть, и в каких продуктах имеется это самое драгоценное, необходимое для нашего организма железо. И первым делом мы с вами перейдем к 3 принципам нашего питания для нормализации желудочно-кишечного тракта. Первый принцип – это будет механическое щажение. Это значит, что пища должна измельчаться и хорошо пережевываться. Сегодняшнее ваше домашнее задание. Когда вы приступите к вашей следующей трапезе, пожалуйста, поставьте свой мобильный телефон, включите на видео и запишите то, как вы едите. А потом посмотрите это видео и проследите, сколько раз вы пережевывали вашу пищу. Поверьте мне, что вы будете приятно удивлены, потому как мы обычно жуем, знаете, так мы всегда в спешке, всегда жуем так 8-10 раз максимум, пережевываем то, что мы положили в рот. А в реальности нам с вами необходимо пережевывать каждый кусочек пищи
30 раз тяжело. Но, дорогие мои друзья, пожалуйста, постарайтесь это сделать. Это очень и очень важно для нашего желудочно-кишечного тракта, для нормализации работы нашего желудочно-кишечного тракта. Потому как, когда мы медленно пережевываем пищу, мы с вами ее хорошо увлажняем слюной, потом она попадает постепенно в дальнейшие отсеки нашего организма, она ферментируется там, обрабатывается, усваивается. И это великолепное лечение для нашего организма, желудочно-кишечного тракта. Это все так просто, но это в наших руках, и обратите на это внимание. Итак, первый принцип механического щажения: мы хорошо прожевываем, пережевываем то, что положили в рот. Кстати, это также избавит вас от изжоги. Поверьте мне, миллион уже есть таких примеров в моей практике. Второй принцип налаживания работы желудочно-кишечного тракта – это термическое щажение. Уже доказано нескончаемыми ассоциациями терапевтов, гастроэнтерологов, онкологов. Их исследования говорят и кричат о том, что наша пища не должна быть экстремально горячей, потому как горячий чай, горячие супы, горячие вторые блюда, которые поступают в наш организм, они обжигают слизистую желудка. И это грозит всевозможными воспалительными процессами. А если, как я уже сказала выше, у нас есть воспалительные процессы, то все идет не так, как должно идти в нашем организме. Железо не будет усваиваться. Нормальная температура для нашей пищи должна быть не выше 60 градусов. Итак, да, первый принцип. Мы хорошенько все пережевываем на стадии нормализации нашей работы желудочно-кишечного тракта. Второй принцип – это мы не едим кипяток или не пьем тоже не очень все горячее до 60 градусов. Пережевываем, протираем, может быть, потом же вот не такое горячее. И третий принцип – это химическое щажение. Мы с вами не едим продукты, которые насыщены кислотами, остротой. Ничего такого острого, маринованного, копченого мы с вами в этот период времени, пока мы нормализуем желудочно-кишечный тракт, с вами этого всего мы не едим. Мы это исключаем. Все эти чили, аджики, все это острое, такое вау, какие-то там том-ям, пасты. Этого нам сейчас ни в коем случае нельзя. И пока мы это с вами делаем, такую как бы диету, или даже не диету, я не люблю слово диета, ограничения мы с вами такие должны ввести буквально на пару недель. И теперь мы с вами приходим к следующему пункту. Где же это самое железо, в каких продуктах содержится? Итак, железо содержится в двух категориях продуктов. Животного происхождения, так называемое гемовое железо. Понятное дело, что продукты животного происхождения, самый главный продукт в этом списке – это говяжья печень. Дорогие мои друзья, я знаю, вы сейчас скажете: фу, ой, как это невкусно, я не люблю и так далее. Или вредно, многие считают, что это очень и очень вредный продукт. Нет, уже очень и очень много исследований на тему говяжьей печени и субпродуктов. Если животное выращено в хороших условиях, ничего вредного в этом нет. Знаю, что многие не любят этот продукт, но даже вот мой муж, он не ест печень. Хотя, если вы вымочите печень пару часов в молоке, то вот этот специфический запах, он просто-напросто уйдет. Помыли ее и сделали какой-то продукт. Я обязательно, обещаю вам, сделаю какие-то свои видеорецепты с котлетками, с какими-то паштетами, да, с блинчиками, оладушками именно из печени. Это очень и очень важный продукт, который содержит тех же оладушков из говяжьей печени. На 100 грамм продукта содержится 18 миллиграмм
железа. Это наша суточная с вами норма потребления железа из продуктов питания. Так что обратите на это внимание. Ну, соответственно, как я уже сказала, это субпродукты. Тоже можно делать очень вкусненькие разные вариации блюд из этого, да. Ну, птица, ну и, конечно же, говядина, птица, мясо. Все это тоже источник нашего железа. Ну и теперь мы с вами переходим к группе негемовых продуктов. Как вы понимаете, это продукты растительного происхождения, где также содержится наше железо. Это, конечно же, брюссельская капуста, шпинат, чечевица, гречка, все бобовые. Кушайте это, ну, конечно, там гораздо меньше процент нашего железа. Но, тем не менее, если вы вегетарианцы, то вам необходимо, конечно же, потреблять эту самую дозу железа из этих вышеперечисленных продуктов. Железо великолепно всасывается с витамином С, о котором мы уже выше говорили. Дорогие мои, но запомните, витамин С должен поступать в наш организм не из баночки, а из натуральных фруктов и овощей. Вот эти самые витамины, они будут только, извините меня, окрашивать цвет вашей мочи. Это нам не нужно. Самый главный и концентрированный витамин С мы с вами должны получить из киви, из смородины, из цитрусовых, из разных и разных продуктов и овощей, именно живого происхождения. Если вы это будете кушать, там 2-3 фрукта, смотрите мое видео, кстати, о витамине С, там я все подробно говорю, а как и так. Кстати, если вы съедите 2 киви в день, вы полностью закроете потребление, необходимое вашему организму, витамина С. И вот если вы будете сочетать вот эти самые продукты, богатые витамина С, железо будет также хорошо усваиваться. Ну, дорогие мои друзья, теперь давайте перейдем к тем продуктам, которые мешают усвоению нашего драгоценного железа. Прежде всего, это молочные продукты. И если вы очень любите молочные продукты, поверьте мне, я вас не пугаю и не отговариваю их не потреблять. Я сама очень люблю ряженки, кефиры и йогурты. Но вы должны просто-напросто на заметочку как бы себе отметить, что если вы едите на завтрак творог с йогуртом и с какими-то там добавками фруктовыми, я имею в виду фруктовыми, это фрукты, да, натуральные фрукты, то вы просто-напросто принимаете это, как бы, эту порцию еды на завтрак, а вот железосодержащие продукты вы откладываете на свой обед, к примеру, вы кушаете овощи какие-то с теми же самыми печеночными котлетками. Кстати, витамин С, он великолепно переносит термическую обработку. То есть, если вы будете обрабатывать, там, тушить или жарить ваши овощи как гарнир, то витамин С будет содержаться в вашем блюде, в вашем овощном гарнире. И плюс к этому овощному гарниру, если вы добавите те же самые там котлетки или оладушки, или ту же самую печеночку, все у вас будет идеально. Просто разделяйте, да, там завтрак молочные продукты, обед или ужин уже железосодержащие. То есть это будет все хорошо. Еще что? Кальций. Кальций и железо – это два таких вот продукта, скажем, которые конкурируют, кто всосется в твой организм больше и лучше и быстрее. То есть не нужно вот этих двух конкурентов тоже сочетать. Железо и кальций, они не должны приниматься вместе. Или же, когда у вас есть там группа каких-то биологически активных добавок, то есть обратите на это внимание, кальций мы исключаем. Чай, кофе, вино, алкоголь, к сожалению, также препятствует усвоению нашего железа. Поэтому, если вы любите кофе и не можете без него жить, то выпивайте его на завтрак, к примеру, а препарат железа, если вам это назначили, или продукты, содержащие железо, то вы их употребляете, соответственно, через хотя бы 3-4 часа, чтобы все у нас в нашем организме было гармонично. Ну и самое важное, вам
необходимо исключить из вашего рациона питания продукты, на которые у вас имеется аллергия. Это просто самое важное. Когда вы поймете, что у вас, к примеру, аллергия на тот и тот и тот продукт, и вы знаете, что у вас аллергия именно на эти продукты, вы их должны также убрать из вашего рациона на этот период, пока мы проводим как бы диагностику, самодиагностику или вместе с врачами наблюдаем за собой, налаживаем желудочно-кишечный тракт, работу его, да, убираем симптомы и причины вашей аллергии выявляем. Все это нужно очень и очень аккуратно отслеживать. Ну а теперь, дорогие мои, как же мы с вами можем проверить это самое содержание железа в нашем организме? Мы просто-напросто идем и сдаем общий анализ крови на гемоглобин, ферритин, на цветовой показатель и на размеры эритроцитов. Все, вы сдали этот анализ крови, пришли к своему врачу на консультацию, и он вам скажет, что, как, и вы начинаете вместе работать с вашим семейным врачом по устранению этой самой железодефицитной анемии. Вот и все, мои дорогие. И как только вы выясните все причины, вы наладите работу по всем параметрам, и вполне возможно, что в очень скором времени вам не нужны будут никакие пищевые добавки, никакое железо вам не нужно будет пить, колоть и вливать. И вы нормализуете ваше состояние, будете себя чувствовать бодрее, лучше, и ваше качество жизни будет гораздо выше. Дорогие мои друзья, я постаралась, конечно, сегодня так более кратенько и простенько, но не знаю, может быть, получилось немножко затянуто. Так что вы меня извините, но я хотела как бы все вам разложить в примитивной форме, донести, чтобы вы все поняли, без всяких какой-то там терминологии, терминов и так далее. Ну уж так у нас сегодня получилось. Спасибо, мои хорошие, что были вы и сегодня у меня в гостях. Я надеюсь, мой урок принесет вам какую-то пользу. Я вас всех очень люблю и желаю вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, любви, гармонии. И помните, что ваше здоровье только в ваших руках. Следите за своими симптомами, ощущениями и вовремя обращайтесь к врачам за помощью. Всех вас люблю, и с вами была ваша Виктория. До новых встреч, мои хорошие. Пока.